Привет! Меня зовут Полина, и я рада приветствовать вас на мастер-классе по коллажу. Помимо того, что мы будем резать и клеить, мы еще будем рисовать в удовольствие. Итак, какой же план нашего мастер-класса? Мы создадим основу для нашего коллажа. Еще я покажу альтернативные способы рисования, если под рукой у вас не оказалось красок. Сделаем коллаж в двух вариантах – на листе и в блокноте. Вот такой творческий план. Ну что ж, поехали творить! И первое, что мы сделаем, это настроимся на расслабленное и спокойное настроение. Лучше, чтобы вас ничего не отвлекало и было достаточно времени. Приступим к рисованию. Для этого нам понадобится несколько листов бумаги и 2-3 цвета любой краски. Это может быть акварель, гуашь, мелки или, как у меня, акрил. А еще нам потребуется банка для воды, палитра и салфетки, чтобы вытирать кисти, руки или стол. Я подобрала для себя желтую, зеленую и красную краску. Все эти цвета буду смешивать с белым. У меня не оказалось палитры, поэтому я использую кусочек картона. Перед тем, как рисовать, сядьте или встаньте, чтобы вам было максимально удобно. Движения должны быть не зажатые и свободные. Постарайтесь не анализировать и не думать слишком много о рисовании. Пусть движения кистью будут свободные и случайные. Начинаю заполнять первый лист с зеленого цвета, несколько крупных мазков полусухой кистью. Техника сухая кисть – это такой процесс рисования, где на кисть наносится совсем немного краски. При этом кисть должна быть сухой, без воды. Благодаря этому получаются сухие, тонкие мазки краски. С зеленым красиво сочетается светло-желтый, поэтому в промежутке добавляю именно этот цвет. Я закрасила весь лист, но хочется сделать что-то еще, поэтому добавляю брызги. Цвет можно использовать любой. Напоминаю, что я использую акриловые краски. Для этого добавьте в акрил на палитру немножко воды и перемешайте до однородной консистенции. Густой краской сделать брызги будет сложно. Набираем жидкую краску на кисть и легкими постукиваниями о другую кисть или карандаш оставляем брызги на листе. Рисуйте стоя, крутите и переворачивайте лист. Обращайте внимание на то, что хочется вам в данный момент. На этом этапе нет никаких правил и ограничений. Самое главное – это комфорт и расслабленное состояние. Следующий лист я решила сделать с использованием двух цветов. Это желтый и красный. Красный у меня холодный, на тюбике называется маджента первичная. При смешении с желтым получаются красивые оттенки от персикового до светло-оранжевого. Тут я решила использовать кисть меньшего размера и заполнить лист короткими движениями. Таких листов можно сделать столько, сколько хочется вам в данный момент. Комбинируйте разные цвета и способы нанесения краски. Опирайтесь на свои ощущения и отключайте сомнения и анализ. Чем можно рисовать, если красок вдруг не оказалось под рукой? Давайте заглянем на кухню. Я нашла у себя растворимый кофе и пакетик красного чая. Разводим их горячей водой. Несколько капель воды я добавляю в тарелочку с гранулами кофе, а пакетик чая опускаю на несколько секунд в кипяток и оставляю на тарелочке. Насыщенность контролируем количеством воды. Чем больше воды, тем светлее оттенок краски мы получим. В первом варианте большой кистью я прошлась по всей поверхности листа и попробовала добавить небольшие вкрапления с помощью кофе и более крепкого чая. Второй вариант решила начать с кофе и по сырой бумаге, не дожидаясь высыхания, пакетиком чая сделала несколько линий. Старалась почти не касаться бумаги. По мокрому листу получаются очень интересные разводы. При высыхании красный чай приобретает фиолетовый оттенок.
Это целое море для экспериментов. Не бойтесь испортить или совершить ошибку. Доверяйте себе и получайте удовольствие от процесса. Пока наши листы сохнут, готовим материалы для следующего этапа, а это создание коллажа. Я приготовила обрезки и листы из журналов, клей, ножницы. Может пригодиться части упаковочной бумаги или кальки, цветная бумага, открытки и фото. А еще маркеры и фломастеры. Краски с кистями далеко убирать тоже не стоит. Выбираю желто-зеленый лист и начинаю с подбора разнообразных зеленых картинок, которые попадаются мне на глаза. Все, что цепляет глаз, я вырезаю и откладываю в сторону. Не обязательно вырезать. Можно использовать пальцы и аккуратно отрывать интересные куски. Большой женский портрет будет центральной и главной частью коллажа. Начинаю подбирать детали и подставлять вырезанные объекты. Для многослойности добавляю квадрат с текстом на фон, а вместо дерева нахожу прекрасные желтые подсолнухи. Размещаю все вырезанные картинки на листе и возвращаюсь к краскам. Решила немного затонировать квадрат с текстом и добавить еще несколько потеков краски. Для этого все так же развожу акрил с водой. Поднимаю лист вертикально, чтобы капли краски самостоятельно стекали вниз. И ставлю 2 пятнышка. Несколько мазков на фон. И когда краска подсохнет, использую клей и приклеиваю все детали коллажа. Коллаж готов, но у нас еще есть красивые листы, которые обязательно нужно задействовать. Второй вариант коллажа я буду делать в блокноте. Открываю разворот и начинаю собирать кусочки бумаги, подбирая новую цветовую палитру, в основе которой у меня будет крафтовый коричневый и розово-фиолетовый оттенок. Из листов, которые мы сделали ранее, вырезаю круг, добавляю картинки, которые мне нравятся, и пытаюсь составить из них разворот. Чтобы объединить 2 листа разворота, использую кусочек коричневой упаковочной бумаги. Всего также для многослойности возвращаюсь к белому акрилу. Хорошо развожу водой, делаю потеки, кляксы и брызги. После высыхания приклеиваю все детали на разворот. И в самом финале я решила повторить паттерн с платья девочки на соседнем листе и фиолетовым маркером добавляю горошек. Если у вас в блокноте остались пустые места, их можно дополнить записями, а еще можно использовать свои распечатанные фотографии, сохраненные билеты или какие-нибудь памятные вещицы. Самое главное, что занимаясь коллажом, мы максимально задействуем руки. Мы рвем, режем, рисуем, делаем кляксы и потеки. Попробуйте переключить свое внимание на эти процессы, ведь в арт-терапии самое важное, самое главное – это процесс, а не результат. Творите в удовольствие и до скорых встреч!